Давайте свяжем бабушкин квадрат способом, где мы не прибегаем к волшебному кольцу. Сейчас покажу. Он будет вот такой разноцветный. Я покажу, как меняется цвет от одного ряда к другому. Может быть, на первый взгляд для новичков кажется сложно, но, уверяю, это проще, чем кажется. Давайте немножко остановимся на схеме, из чего состоит бабушкин квадрат. Итак, бабушкин квадрат формируется с помощью 4 углов. Их мы формируем 2 воздушными петельками, а сами стороны квадрата мы будем формировать с помощью 3 столбиков с накидом. В этом мастер-классе я покажу, как мы будем формировать с вами первый ряд с помощью 5 воздушных петель вместо волшебного кольца. Давайте приступим с желтого цвета. Начинаем вязание с узелка. Набираем 5 воздушных петелек. 2, 4, 5. В первую петлю будем провязывать столбики с накидом. Делаем накид, заводим крючок, захватываем ниточку, провязываем 1, 2. Опять делаем накид, заводим крючок в ту же петельку, провязываем 1, 2. Делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Все вязание первое мы будем заводить крючок в одну и ту же петлю. Итак, теперь провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2. Накид. 1, 2. Опять накид. 1, 2. Мы сейчас формируем с вами как раз-таки вот эти вот уголки. Делаем 2 воздушные петли и опять 3 столбика с накидом в ту же петлю. Делаем 2 воздушные петли, формирую угол и опять 3 столбика с накидом. Делаем 2 воздушные петли. Соединяем первый ряд. Вот наш первый столбик из наших косичек, которые мы набирали. И заводим крючок за обе стеночки косички.
захватили ниточку и провязали. Вот у нас получился первый ряд. Чтобы наше вязание было ровное, красивое и не видно было никаких соединений, нам необходимо просто подобраться в этот угол соединительными столбиками. Здесь у нас первый столбик соединительный мы сделали, когда закрывали ряд. И, соответственно, вот у нас еще косичка за обе стеночки, заводим крючок здесь и просто в угол заводим крючок, чтобы сделать соединительный столбик. Итак, мы провязали с вами соединительный столбик в арочку, и пока я нить не обрезаю, сразу присоединяю новый цвет. Присоединяю новый цвет вот таким вот способом. Здесь я подтягиваю, но пока не обрезаю. Хвостик нового цвета я вправо отодвигаю вместе с предыдущей ниточкой. Делаем 3 воздушные петельки, 2, 3, накид, заводим крючок в арку и делаем столбик с накидом. Потом опять накид, в арку, столбик с накидом. Теперь 2 воздушные петли, накид, арку и еще раз 3 столбика с накидом. Теперь мы вяжем просто по углам. 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Две воздушные, 3 столбика. Тем самым мы формируем второй ряд. Вот он. Все вязание бабушкиного квадрата мы будем вязать просто вот по углам между 3 столбиками. Вот сейчас мы находимся на втором ряду.
Довязали наш ряд. Смотрим. Вот наша ниточка первого ряда желтенькая. Мы ее чуть-чуть подтягиваем. Смотрим там с внешней стороны. Чуть-чуть подтянули. Это наш хвостик, когда мы начали вязать второй ряд. Сейчас покажу дальше. Теперь нам необходимо соединить второй ряд. Смотрим. Вот мы провязывали с вами 3 воздушные петли в начале ряда. И за третью косичку, за обе стеночки будем соединяться. Соединяемся таким же способом, как и в первом ряду, просто соединительным столбиком. И вот теперь мы как раз таки можем обрезать ниточку. И мы наши хвостики просто завязываем, чтобы ничего не распустилось. Так вот аккуратненько, не затягиваем, просто завязываем. Теперь, чтобы добавить новый цвет, нам необходимо добраться до вот этого вот угла. Добираемся тем же способом, как мы делали в первый раз, просто соединительными столбиками под обе стеночки косички. Все, добрались до арочки, добрались до угла, и теперь можно присоединить новый цвет. Возьму красный цвет. И присоединяем. Хвостик красного цвета идет вправо вместе с ниточкой предыдущего цвета, которую мы пока не обрезаем. И набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем с вами накид и провязываем еще 2 столбика с накидом в арочку. Затем вяжем 2 воздушные петельки, это наш угол, и опять 3 столбика с накидом. Видим, у нас такой новый 3-й ряд получается. Теперь мы видим, что начиная с 3-го ряда у нас прибавляется еще место для того, чтобы мы связали с вами 3 столбика с накидом. Если мы посмотрим уже на готовый квадратик, то увидим, что здесь мы вязали только по углам 2-й ряд, а начиная с 3-го ряда у нас провязан еще здесь комбинация из 3 столбиков с накидом, здесь, здесь и здесь. Ну и, соответственно, потом с каждым рядом комбинации по сторонам квадрата будут увеличиваться.
она одна над другой. Соответственно, мы просто провязываем в место, где у нас пусто, соответственно, не столбик над столбиком, а просто такое пустое место провязываем. По такому принципу провязываем весь третий ряд и присоединяем новый цвет, который нам необходим, и провязываем столько рядов, сколько вам необходимо. Вот таким вот простым способом вяжется бабушкин квадрат, где мы не применяем технику волшебного кольца. Соответственно, если техника это вас пугает, у вас там что-то соскальзывает, вы путаетесь и не достигаете того результата, который необходим, эта техника вам легко ее заменит, и вяжется все абсолютно точно так же. И даже на самом деле не отличить, где начался квадрат с воздушных петелек, а где с волшебного кольца. Вяжите с удовольствием, и мы скоро с вами увидимся. Пока!